Доброе утро, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе «Контакт», который по понедельникам веду я, Симы, Березанская. И сегодня у нас удивительная совершенно программа, посвященная известнейшему и любимому зрителями советскому актеру Олегу Видова. Его жизнь была удивительна еще по тому, как она развивалась, когда он был невероятной звездой в Америке, любимец женщин и вообще публики, потому что помимо того, что он был очень талантливый актер, он еще был невероятно красив. И после этого вдруг он исчезает, и потом, оказывается, он живет в Америке. И вокруг него было такое количество вымыслов и каких-то недоброжелательных высказываний, мягко говоря. И столько лжи, что я очень рада, что сегодня у нас есть возможность рассказать вам реальную историю этого удивительного человека. Дело в том, что вот 10 августа состоялась премьера фильма «Олег». Она состоялась в рамках фестиваля в Род-Айленде. И там выступила его жена, замечательная совершенно женщина Джоан Борстен Видов, которая просто героически совершенно ведет себя после того, как Олега не стало. И это нехорошее слово «ведет себя», она живет этим. И они благополучно прожили более 30 лет. И я безумно рада, что Джоан согласилась сегодня для нас с вами встретиться в эфире и рассказать очень много всего интересного. Наша программа будет, как всегда, иллюстрирована фотографиями, но я хотела бы, чтобы начали мы нашу программу с небольшого фрагмента из трейлера, который сделан на основании этого фильма «Олег». Так что я попрошу нашего режиссера поставить в эфир первую часть. Давайте посмотрим. People in democratic societies tend to take their freedom for granted. This man's life was different. Тебе трудно, сынок? Да, хозяйка. He was the most popular young actor of his generation. Everybody was just whispering, Oleg Vidova in the corridor, because he's like James Dean in Russia. Юрико, я люблю тебя. У него было то, что ни у кого другого не было. На него заглядеться можно было. In the Soviet Union, an actor is not only an artist, but a soldier on the ideological front. The aim of building a communist society was seen as being much more important than the fate of individual citizens. I was unable to compromise or conform. Gabriel Axel told me, get ready. You are going to come to Denmark and play Hagbard. A feeling of freedom was overwhelming. A totally different world compared with the Soviet Union. Oleg was very, very lucky that he was given this chance. Я хочу сказать, что очень коротко о том, что Олег родился 11 июня 1943 года в деревне Филимоновка в Московской области. Надо сказать, что воспитывала его мама, изумительная женщина Варвара Ивановна Видова, которая была педагогом русского языка, и его удивительная тетя, которая очень большое влияние оказала в его жизни, тетя Нюта, и привела племяннику любовь к искусству. Надо сказать, что он очень рано, на него произвело впечатление, естественно, фильмы, которые были показаны в Советском Союзе после войны. Ему очень захотелось быть актером. И он поступил в ВГИК, в котором очень успешно учился. Но надо сказать, что в какое-то время его даже отчислили, потому что к тому времени он во время съемок, во время учебы он сумел сняться, по-моему, около 20 фильмах. Он был невероятно красив, талантлив, а по
условиям учебы в Авгике нельзя было совмещать учебу со съемками. Но ему это не помешало. Надо сказать, что с течением времени Олег закончил еще и режиссерский факультет. Так что его невероятная популярность началась, наверное, с фильма Владимира Басова «Метель». Мы все помним, вот в том фрагменте, который вы видели, можно было, так сказать, увидеть эти фрагменты. Вот я сейчас попрошу, чтобы нам быстро показали где-то 4 фотографии его советского периода, и там вы увидите фрагменты из фильмов. И, конечно, у него много знаковых фильмов, и «Всадник без головы», и Садко, то есть не Садко, а «Царь Гвидон», сказка о царе Салтане. Его невероятная красота, его внешность такого русского героя, знаете, былиного, оказывала, конечно, на всех невероятное впечатление. Но затем он как-то женился, и это оказалось переломным моментом в его биографии. Мы сейчас посмотрим второй фрагмент из трейлера, который предваряет фильм «Олег». И после этого, я надеюсь, Джоан будет с нами. Давайте посмотрим. Natalia and Oleg fell madly in love. Galina was the daughter of the General Secretary, Leonid Brezhnev. I got the sense that her greed was growing in direct proportion to Galina's latest acquisitions. She wanted me to change careers and become a government minister. Natalia was trying to destroy me. Oleg started getting death threats. In the 5 years following his divorce from Natalia, no one would cast Oleg in a leading role. He said, I feel as if I'm dying every day. So what he's supposed to do? Is he supposed to fight? Is he supposed to change his profession? I wanted to escape. I had to find a way. If the Yugoslav border police examined my passport, they would see I had no exit visa. Others had tried to cross. Some were shot and killed. And so his life became a struggle for freedom. Друзья мои, ну вот, вы посмотрели очень коротко, конечно, представление этого фильма. Мы будем говорить, здесь английский текст, и я хочу представить прежде всего мою дочь Надежду Гуревич, которая всегда помогает мне при переводе. Надя, привет и спасибо, что сегодня в ущерб своей работе ты пришла к нам. Но у меня традиция, я использую Надю уже с 12 ее лет, так что лучше ее никто не переводит. Я хочу с огромным удовольствием представить вам в эфире Джоан. Джоан, здравствуйте. Hello, Joanne. Thank you. Джоан, моя бесконечная благодарность за то, что вы рано утром в Лос-Анджелесе 7 часов утра вышли с нами в эфир, и за предоставление возможности познакомиться с фильмом и с жизнью Олега в постсоветский период. My big gratitude to you for being on our show today. I know it's super early in LA, for coming on and for letting us talk about Oleg's post-Soviet life with you. My pleasure. Джоан, я хотела бы, чтобы наши зрители немножко больше поняли, потому что вот во второй части нашего трейлера, который мы показали, там история о том, как он оказался за границей и затем познакомился с вами в Соединенных Штатах. Вот очень коротко вы можете рассказать, что там случилось с Югославией, Австрией, Италией и так далее? We just showed the second part of the trailer for the film, but it was in English, so can you please briefly explain to our viewers, and I'll translate, about his life, how he escaped, what happened in Yugoslavia, how you guys met?
and briefly his story. Well, he knew he wanted to leave the Soviet Union, but he had elderly parents and an elderly aunt and a son, and so he wanted to leave legally so that the officials couldn't go after his relatives. He decided that he should go to Yugoslavia, where he was already a big movie star. They accepted him as one of their own. And he found a woman who was willing to marry him, but then he had to wait for the right moment. So the day Brezhnev passed, he called her and said, quickly come to Russia to register for a marriage. And she did. So they registered. She came back 3 months later. They married, and then he applied to go and visit his wife. The Soviet Union had, maybe by mistake, signed a UN convention that said if there are two spouses from different countries, they have the right to choose which country they're going to live in. So Joan, I'm sorry, Nadia, have to translate. No problem, no problem. У него была, он хотел уехать, но у него была семья, пожилая мама, пожилая тетя и ребенок, и он не хотел, чтобы КГБ и Советский Союз их преследовал, поэтому он хотел это сделать легально. Поэтому он поехал в Югославию, где его знали как большую звезду. Он нашел женщину, которая согласилась на нем выйти за него замуж, но он ждал правильного времени. И в день, когда умер Брежнев, или на следующий день, он ей сказал: окей, прилетай. Она приехала в Москву, они расписались, и в Советском Союзе существовал закон, который они подписали с United Nations, ООН, может быть, по ошибке, что если два человека поженились, и один из них гражданин Советского Союза, а другой страны, он имеет право выбрать, в какой стране он будет жить. Go on. Joanne? Where did you leave off? I left off that he got married and that he could choose what country he would live in. Yes, so he flew to Belgrade to his wife, and immediately they began offering him leading parts because he had been a big actor there. They considered him one of their own. But every time that he got a script, he had to take it to the Soviet embassy and they had to approve. So a lot of times they disapproved because they thought it was anti-Soviet. So he eventually stopped giving them the scripts to approve. And after he'd been there for about a year and a half, he got called in by the Yugoslavian, I think, Interior Ministry, the police. And they told him that he had 72 hours to return to the Soviet Union. Normally they could have extradited him, right? But they were his fans. So they gave him 72 hours to come back to Russia on his own. Got it. Он полетел в Белград, он жил в Белграде, он начал там сниматься, но каждый раз, когда он снимался, ему надо было показывать сценарий советскому консульству или посольству, потому что мог сценарий быть антисоветский или что-то могло быть там не так, какая-то пропаганда. И ему это надоело, он не хотел жить в этих рамках, и он перестал им показывать сценарий и просто снимался. И в какое-то время к нему пришла полиция и сказала: у вас есть 72 часа уехать назад в Москву. Обычно это сразу же происходит. Да, но поскольку они его любили, и они были его фанаты, они ему разрешили немножко остаться чуть дольше. Я просто, Джоан, на секунду хочу добавить, что дело в том, что после того, как он развелся вот со своей женой, которая была подругой Галины Брежневой, то ему перекрыли практически кислород в России. И он в это время был уже абсолютно международной звездой. Он снимался в фильме «Ватерлоо» Бондарчука, совместная постановка, вы знаете, с Францией, Англией. Ему пришло приглашение сняться в фильме «Айсидора» с Ванессой Редгрейв. Он действительно очень подходил под Есенина, но написали продюсерам, что он болен, как всегда врали, и он не может туда приехать. И в то же время вот знаменитый продюсер итальянский Лаурентис предложил ему контракт на Западе с условием, что он будет дважды в год сниматься в фильмах.
И это ему тоже не разрешили. И если, глядя на Олега, видя его волевое лицо, он серьезный человек, свободолюбивый. И понятно, что вот эти все рамки, которые были в Советском Союзе, для него стали просто невозможными. Они его просто душили. И поэтому, естественно, он хотел работать, он хотел жить как свободный человек. Sima just wanted to interject and to describe the period of 5 years where he was cut off from taking any roles after his divorce with his wife, who was best friends with Galina Brezhneva, how he was already an international star. He was in Waterloo, he was offered parts in Italy by Laurentiis. He was also offered a movie part with Vanessa Redgrave, but the Soviet Union, of course, lied and said, no, he cannot come, he's very ill. And of course, living behind the Iron Curtain was becoming suffocating to him because he loved freedom and he to the core, and he really just wanted to get out. Джоан, как он оказался в Италии? Joanne, can you tell us how he ended up in Italy, please? So when the Yugoslavians gave him 72 hours to escape, he called a friend who lived in Austria, who told him he could help him if he ever decided that he had to leave. And the friend was part of the little Slavic minority in the northern part of Austria. So he flew to Belgrade. He took him to the embassy and convinced the embassy to give him a same-day visa in his Soviet passport during the Cold War. It was impossible. So now he had the right to go to Austria, but he didn't have a permit to leave Yugoslavia. So they decided that they would drive to the border, and late at night, there was a restaurant there. Late at night, he would try to run across the border into Austria. But when they got to the border, the friend said, wait a minute, let's try something else, because the guards were all inside watching a soccer game. And he thought, well, maybe he can just get through. And then Belgrade scored a goal, and they were so excited, they never bothered to check his papers. They just waved them through. And suddenly all was in the West. My husband was a very lucky guy. Мой муж был очень счастливый человек, удачный человек. Удачливый, извините. Потому что он оказался за границей таким образом, что у него был друг, который ему сказал, если у тебя когда-то будут проблемы, позвони мне. Он был часть небольшой общины в Австрии югославов. Он ему позвонил, и тот договорился с посольством, что он мог полететь, получить на 1 день визу, чтобы поехать. Но это было очень трудно, и он вернулся в Югославию, и они поехали на границу, и он думал, что он просто пробежит ночью через границу, но они подумали, давайте что-нибудь другое придумаем, и так оказалось, что в это время шел большой футбольный матч, и все его смотрели, и когда футбольный матч закончился, или точнее там произошел какой-то большой гол, и таможенники так радовались, что они даже не посмотрели на его бумаги, откуда, что, они просто его пропустили, поставили штампы, и все. Дорога открыта. Джоан, друзья мои, я не случайно попросила Джоан так рассказать подробно о том, как все же он оказался в результате в Италии, где он познакомился с Джоан, потому что такое количество, я вам говорила, такое количество вранья, сплетен, как он сбежал, как его в багажнике куда-то перевозили и так далее. То есть фантазия у наших лжецов в России была и остается фантастической. Поэтому очень важно, мы все любили и любим Олега Видова, поэтому очень важно восстановить правду. И для вас прежде всего. Joanne, the reason I invited you, one of the many reasons, is because there was so much gossip, so much weird rumors about how he ended up in the West, how he was exported in some car, how he ran away, all of these different rumors. And the reason I wanted to talk to you is because I wanted to hear the truth of how it actually happened and how he met you, because we all love him and we all remember him, how incredible he was, and we just really want to know more. Джоан, мне очень нравится, и когда мы выставляли с вами, вы искали место, где бы, чтобы вы
правильно сидели, очень хорошо оказалось, что сзади вас находится моя любимая фотография, где вы вместе с Олегом в Италии, я так думаю, в Италии, но она мне безумно нравится, она такая романтическая. И я знаю, что очень интересная история связана с тем, как вы познакомились. Расскажите, пожалуйста. When we were choosing where we would do this interview, we chose this place, and behind you is my favorite photo of the two of you. It's so romantic. I don't know if it's in Italy or not, but it's a gorgeous, lovely photo that expresses your love for each other. Can you please tell us how you guys met? So the Austrian, Oleg had no more pages in his Soviet passport. And the Austrians came to his, helped him again, and they gave him a travel document for use in Italy and the United States. So with that, he was able to get an Italian visa. They crossed the border. He had one address in Rome, which was an American actor, Richard Harrison, who had agreed. He said, sure, he can come. I was actually staying there because I was based in Rome, but I was getting a new apartment, and I had to wait a month before I could get in. So I was kind of hoping he wouldn't come because there were only 2 bedrooms. But anyway, I did a sweep through the Middle East for the newspaper, and when I came back there, he was. And I can't tell you that he was particularly attractive. He'd been to the beach. He was red as a beet. His hair was like all shaggy. And but anyway, this relationship developed over a very short period of time. And then he had pictures taken by like the lead paparazzo in Rome, and I went with him, and that was the picture that he took that I've kept all of my life. Окей. Когда у него закончились страницы в советском паспорте, и австрийцы дали ему бумаги, чтобы мог поехать в Италию и в Америку. И он в Италии, у него был один адрес в Риме американского актера Ричарда Харрисона, и он туда поехал, в Рим, к нему. Я в это время работала, путешествовала, и у меня был там приятель, который, я знала Ричарда, и я туда приехала в гости, и когда я зашла, я увидела Олега. Я не могу сказать, что он в тот момент был таким красавцем. Он был не бритый, у него были не причесанные волосы, как будто он только что пришел с пляжа. Поэтому эта любовь была не с первого взгляда. Мы дружили. И фотографию, которую вы видите, это он попросил одного из самых больших папарацци в Италии его сфотографировать. И я пошла с ним. И он вот эту фотографию тогда сделал. И я эту фотографию держу рядом с собой всю свою жизнь. Ой, Джоан, how I understand you. It's so beautiful. It's so beautiful. Изумительная фотография. Джоан, вы рассказывали, что все считали, что он русский шпион. Это вам так его представили или как? You said that everybody thought he was a Russian spy. Is that how he was introduced to you? No, he was introduced as a Russian actor. But just what does that mean? We didn't know what that meant. Right. But when I was walking with him in Rome one afternoon, and I stopped as usual to buy the afternoon paper, and the headline was that Interpol is looking for a Soviet spy named Oleg Vitov, not Vitov, but the Italians spell everything wrong. So I took the paper and I rolled it up and I put it under my arm so Oleg couldn't see it. And when we got home, I showed it to Richard and I said, "You see, he's a spy." And Richard said, "Soviet spies are cold and calculating. This man's an emotional wreck. He's not a spy." And then... Нет, его представили как русский актер. Просто в это время мы с ним шли по Риму, гуляли, и я каждое утро покупала газету, и там было в газете написано, что Интерпол ищет русского шпиона Олега Видова. Не Витова, а Видова. Итальянцы все неправильно пишут, я знаю, я жила в Италии. И когда я пришла домой, я показала Ричарду, сказала: "Посмотри, он же шпион". Говорит: "Какой шпион? Шпионы, они холодные, они расчетливые, а этот человек, посмотри, он супер эмоциональный, он вообще не знает, где он и что он, какой же он шпион, он актер". Джоан, но вы сколько времени были в Италии, а затем вы переехали в Соединенные Штаты, да? How long were you in Italy and then you moved to the United States when? Well, I came to Italy in 1984, long before Oleg came to Rome.
But it took 2 months for the U.S. Embassy to give him his papers because they gave him political asylum. So he left on September 1st, and I just wasn't sure. So, but he kept calling me and writing to me and telling me, "Come, you have to come, you have to come." So I guess a month and a half later, I gave up my job and I flew to Los Angeles. Я была в Италии давно до того, как он приехал в Рим. С 1984 года я там начала работать. Ему дали политическое убежище, и он улетел в Лос-Анджелес. Мы долго переписывались, он меня просил приехать, но я была не уверена, и где-то через 1,5 года я согласилась, бросила работу и прилетела в Лос-Анджелес. И с этого времени началась ваша совместная жизнь, так я понимаю, Джоан. И вот как российский актер вживался в американскую жизнь? And from my understanding, that's when your life together in the United States began. How did the Soviet-Russian actor integrate himself into the American life? So first of all, I want to tell you that I grew up in the film industry. My father came to Hollywood in 1944, and he said no actors. So now I have a problem. My father too. Yeah. What about a Soviet actor? And he said, "What's the difference?" But they came to love him, so it was okay. Вначале я вам хочу сказать, что я выросла в Голливуде. Мой отец работал в Голливуде, и он мне всегда говорил: никогда не выходи замуж за актера. Мой папа тоже, кстати. И особенно советского актера. Поэтому это было номер один. Oleg was very sophisticated. He had somehow managed to get the Soviet Union to let him go to 30 different countries, either because he made a movie there, or because he went to Soviet Film Week, or to something else. So he was very cosmopolitan, and he sort of spoke English, at least well enough for me to understand him. And so that was never a problem. He immediately fit in and was comfortable. Олег был космополит. Он каким-то образом, потому что он был очень умный и знал, как общаться с системой, Советский Союз разрешил ему поехать в 30 разных стран. Может быть, потому что он летал на неделе советского фильма. Он говорил по-английски достаточно неплохо, что я могла его понимать, поэтому у него особенных проблем, в принципе, не было. Go ahead. You know, there's a story about how a Soviet immigrant comes to the United States, goes to a supermarket and spends hours looking at everything. So Oleg was used to supermarkets, but when he went to I can't remember the name of the big store that has where you can get everything you need to repair your house. Home Depot. Yes, Home Depot. We went to Home Depot, and there I lost him for 3 hours. He was looking, and oh my God, he was so excited. У Олега не было проблем с супермаркетами, он знал, что это такое, потому что обычно, когда советский человек, особенно из голодной страны, приезжает в Америку, первое, что у него вызывает полный ужас и эксайтмент, это супермаркет. Но у него такого не было. Что его ввело в полный детский восторг, был Home Depot. И там я его потеряла на 3 часа. I understand that feeling. Джоан, я должна сказать, друзья мои, что Джоан потрясающее чувство юмора, и это не случайно, потому что корни ее восходят к Одессе, потому что, насколько я понимаю, бабушка с дедушкой у Джоан были из Одессы. Joanne has an amazing sense of humor because her roots come from Odessa, because her grandfather and her grandma came from there. Is that correct? 1905. Yes. Но это, конечно, неудивительно. Я думаю, что везде, где Олег Видов появлялся, наверное, везде его узнавали, особенно дамы, и кидались вообще на него. Это было всегда, когда он был молодым, когда он был уже более зрелым человеком. Наверное, во всех странах это было, где были русские. I'm sure it wasn't
a surprise, or what was your reaction? Because Oleg was so handsome when he was recognized on the streets, especially by the Russians, and the women were flaunting all over him. And how did that go? So the good news is he wasn't really my type. So, I wasn't like concerned about that until I got to Los Angeles. And like literally Russian women were fainting in the street in front of us. And I really wasn't quite sure how to handle it. And then they started calling and saying, "Oh, Oleg, would you like to come to Lake Arrowhead over the weekend?" And he would say, "Joan, are we available?" And they'd go, "No, not with Joan." Ну, поначалу я об этом не беспокоюсь, потому что он был абсолютно не мой типаж мужской красоты. Но как в Лос-Анджелесе русские женщины, когда его видели, они просто падали в обморок. А потом они звонили и говорили: может, ты поедешь на эти выходные на озеро. И он меня смог спросить: мы можем поехать? А они говорили: нет, без Джоан, пожалуйста. Джоан, но вот на этом интересном месте мы переходим на рекламу. Друзья мои, оставайтесь, мы очень скоро вернемся к вам и продолжим разговор с вдовой, к сожалению, уже Олега Видова, Джоан. Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Симы, Березанская. И сегодня у нас рассказ о жизни Олега Видова, замечательного российского актера, красавца, который в то же время был признанным европейским актером, а затем стал вполне успешным и американским актером. Но мне самое главное, кажется, во всем этом, вот когда я так очень внимательно и основательно познакомилась с жизнью Олега и увидела фильм, на котором мы сейчас будем говорить, то из всего этого следует, что он был еще и совершенно изумительный человек. Мне посчастливилось, я встречалась с Олегом 3 раза, наверное. 1 раз я делала с ним интервью, когда была в Лос-Анджелесе. К сожалению, это не сохранилось. И дважды мы виделись с ними, может быть, не так подробно, конечно, но в Доме кино, когда он приезжал с Джоан вместе, мы там познакомились. Но, знаете, и я повторяю, что сегодня помогает мне с переводом мой хронический переводчик, моя дочь Надя Гуревич. Sima was just saying how she was lucky to have met you guys. Once she interviewed Oleg when she was in Los Angeles. Unfortunately, that interview did not survive the electronic age. And also she met you twice with my dad when he came to Soviet Union, and you guys met at the Film Union House, Dom Kino, the cinema house. Joan, and thank you again. Спасибо вновь за ваше присутствие сегодня. И я хотела бы, чтобы вы немножко рассказали, ведь вы организовали свою кампанию в Лос-Анджелесе, и я попрошу нашего режиссера, что когда вы будете рассказывать, чтобы он показал несколько фотографий американского периода просто друг за другом. Can you please tell us about the production company that you formed together? And as we talk about it, we're going to show some photographs from that production company. So we called it Films by Jove. And Jove was made up of the first letter from Joan, Oleg Vidov Entertainment. And when we licensed the, I guess about 40 hours of animation from the Soyuz Film Studio, that was the company that acquired the license, and it's also the company many years later that produced the documentary. Эта компания называлась Films by Jove. Это были совместимые наши инициалы. И она началась с того, что мы купили права на советскую мультипликацию. Go ahead. Yes, Joan. Joan, go ahead. No, and then it's produced the it's done many things, but the final thing that it's done so far is to produce the documentary that we're talking about today.
Потом мы снимали много документальных фильмов, и самое последнее, что наша компания сделала, это документальный фильм про Олега, о котором мы сегодня разговариваем. Джоан, но я хотела бы, конечно, обязательно поговорить об этой истории «Союзмультфильмом», вокруг которой тоже столько злопыхательства, злобы, просто невероятно. И я хотела бы, чтобы тоже наши люди услышали правду. Меня это всегда удивляло, потому что если человек логически хотя бы мыслит, он должен понимать, что в момент развала полностью страны и всей кинематографии, в том числе «Союзмультфильма» студии, то вы практически спасли советские мультфильмы и показали их по всему миру, потому что дублировали их выдающиеся американские актеры. I'd like to talk a little bit about the story with Союзмультфильм and licensing the Soviet animation, because there was so much bad talk about it and resentment. But if people would only think logically, they would understand that during the collapse of the Soviet Union and the studio system, you rescued Soviet animation and you showed it to the rest of the world because it was dubbed by some incredible Hollywood actors. That's correct. Oleg wanted to, Oleg lost many, many parts because they didn't think that they thought he was too good looking to be a Soviet. He didn't look like a KGB agent, he didn't look like a government official, he didn't look like a gangster from wherever. So he wanted to be part of changing the image that the image of Russians that by the Cold War had basically turned into thugs. Олег потерял очень много ролей, потому что он не входил в типаж. Он был не похож на агента КГБ, на бандита, на какого-то советского чиновника. И он очень хотел изменить взгляд на советских людей и на то, как американцы, вообще весь мир смотрел на русских во время Холодной войны. Я хотел бы, Джоан, just a second, please. Сейчас у нас показали фотографию, я сейчас хочу, чтобы ее повторили. Это фотография из легендарного фильма «Дикая орхидея», где он играет Отто, такого немца сурового, практически не разговаривающего, совершенно другой. И еще одна фотография «Красная жара», где он со Шварценеггером снимался, фильма русской милиции. Вот давайте еще посмотрим. Да, Джоан? We just showed two stills, one from Wild Orchid and one from Red Heat, just to give our viewers an idea of the kind of parts he was playing. Well, in Wild Orchid, he played a German. Right, exactly. В «Дикой орхидее» он играл немца. Да, я сказала, да. My mom mentioned that, yeah. Yes, John. Go ahead, Joan. No, so he also, he watched a lot of television to improve his English, and he felt that American cartoons for young children were very violent, and they didn't have good moral values. And the animation that he grew up on did. So he kept telling, studio people, go to Russia and buy the animation. But everyone said, who needs Soviet animation? Right. So he decided that he was going to do it, and he came to the studio, and they were looking for a Western distributor, and he said, who better than me? And that's how we ended up with this project that he was convinced I could do. My husband and our marriage was about not only love, but about Joan can do all of these things. That's very nice. He would bring me huge projects and say, please run them. And I would say, me, I can't do that. And he would say, yes, you can. And actually, he was right. Мой муж очень в меня верил. Наш союз был построен не только на любви, но и в вере. Он мне приносил громадные проекты и говорил: Джон, ты можешь это делать. Я говорил: нет, я не могу. Он говорил: нет, ты сможешь. И так было с Союзмультфильмом. Он много смотрел телевизор, чтобы улучшить свой английский язык. И американские мультфильмы ему казались как-то не то что примитивными, а в них очень много было какой-то агрессии. И он хотел, чтобы люди и мир увидел советские мультфильмы, но никто в это не верил. И потом он пошел на студию и уговорил их, что он сможет это сделать. И так вот родился наш проект.
Джоан, за этот проект вам гигантское спасибо от тех, кто So thankful, понимает, что вы сделали. Joanne, for this project and who understand what you've done and for rescuing. My personal thank you because I have a little boy who watches Soviet cartoons now and dubbed too sometimes. So we wouldn't have been able to do that without that. You're welcome. Джоан, а что же это была за история в результате, что вас начали судить, и потом в результате вам пришлось продать какую-то часть фильмов? Что это за история? Can you tell us about why were you sued and why you had to sell some of the films that you acquired the rights to? No, there was a big question in the Soviet Union about who owned the copyright to the films. It was actually spelled out very clearly in Soviet law, but then who had access to Soviet law? So we went to court in France and we won. There was a big surprise to the studios that they owned the copyright. And then here in the United States, there was piracy, most of it coming from Brighton Beach. So after the FBI did a raid on a particular video store and found a lot of American product being pirated, they also found that our animated films were being pirated. Вау. Вообще-то у нас были права, но поскольку мы не читали советские законы, мы не знали, что technically мы не могли иметь эти мультфильмы, но мы пошли в суд Франции, мы оправдали, это все-таки выиграли, это все-таки наши права, но еще было много пиратства в это время и на Брайтоне у нас, и когда пришло FBI, они нашли много-много копий американских фильмов, которые они занимались пиратством, а также наших мультфильмов. Yes, John. So we sued in the federal court in the Eastern District, which was Brooklyn. And on the first day of court, imagine the surprise of this American law and order judge when the Russian government entered the case on the side of the pirate. Вау. Мы подали в суд здесь, в Бруклине, на пиратов, и был большой сюрприз, откуда-то советские судьи вошли в этот кейс на стороне пиратов. Go ahead, John. So we won, not once but twice, but 3 times, because after they lost, the Russians appealed, bringing in a bogus decision that the arbitration court had been ordered to make, and the judge said, I can read law as well as everyone else, and that's not what the law says. And then the prime minister tried to retroactively give the copyrights from the studio that we bought the rights from in 1992 to a new studio with the same name that they created in 1998. And the American judge said, I wouldn't let the American government interfere in my courtroom, and I'm certainly not going to let the Russian government interfere in my courtroom. Wow. So we won the case, and someone high in the government, I can't say who, but I think you can figure it out, gave a поручение to one of the oligarchs to buy us out and bring the animation back to Russia. Wow. Fascinating. Когда мы подали, у нас было еще 3 суда разных, и мы все время их выигрывали. В 98 году они попытались забрать наши права опять, когда мы в очередной раз пошли в суд. Но судья сказал, я не дам Советскому Союзу или русским законам вмешиваться в наши американские законы, поэтому мы не отдадим права. Но сверху, вы сами можете понять откуда, пришла записка, сказал, к одному из олигархов, сказал выкупить нас и отдать права новому союзмультфильму. И так и произошло. Джоан, You Hero, вы сделали героический поступок. Это фильмы были показаны в 55 странах и переведены на 30 языков. Joanne, you're a hero because these films were translated into they were shown in 30 countries and translated to over 55 languages. No, 55. 55 countries, I'm sorry, 55 30 countries and 30 languages, I'm sorry. Джоан, я хотел бы, конечно, наше время летит, перейти к фильму, удивительному фильму «Олег». Друзья мои,
И я должна поблагодарить еще раз, уже в 100-й раз, Джоан, потому что мне эксклюзивно удалось сегодня ночью посмотреть этот фильм. Я должна вам сказать, что я ничего подобного не видела. Я всю жизнь занимаюсь документалистикой. Выдающаяся совершенно картина, которая смотрится как детектив, которой такое количество хроники, незнакомой нам про нашу бывшую жизнь, про съемки фильмов и Ватерлоо, и другие фильмы в Югославии и так далее. Вот и Америка. То есть это невероятный по качеству и впечатлению фильм. Джоан, как родилась идея вообще сделать эту картину? Sima just said that she was lucky enough to get an exclusive first look at the documentary last night and how incredible it is. And what she would like to know was, how did you come up with the idea to make this film? So when Oleg passed, he'd been writing his autobiography for 3 years. And he was unable to finish it, of course. So he gave me a list of who I should interview in 8 countries in the world. I think it was 6 people, to fill in the gaps that he hadn't managed to complete, for chapters he hadn't managed to complete. So, my friends in Hollywood said, we need to film these interviews because really it's going to be a documentary. So I said, okay. And so I took a film crew with me, and we... After we interviewed people in Canada, Belgrade, Austria, I realized they were right. So we did the documentary first based on the interviews that I did for the book, and I have just now finished organizing the book, and it's going to AST, which is the biggest publisher in Russia. Олег писал свою автобиографию и мемуары как раз перед тем, как он скончался. И он мне оставил список в 8 разных стран, где я должна буду сделать интервью с людьми, сделать интервью, то, что он не успел рассказать. Мои друзья в Голливуде сказали, подожди, это читается как документальный фильм, ты должна поехать с камерой и сделать это как интервью. Я поехала в Белград, в Австрию, еще одну страну, извините, и сделаете интервью, и поняла, что действительно надо делать фильм. И сейчас я заканчиваю процесс организации остальных интервью для книги, и книга будет напечатана в ASA, это самое большое издательство в России. Джоан, я хотела бы, да, я должна сказать, я прочитала, не знаю, это, наверное, правда, что вы сделали где-то около 40 интервью по разным странам. This used to be a spare bedroom, but when I began the 2 projects, the book and the documentary, I turned it into what we call the Oleg Project Room. And you'll see here that it was kind of like a guide of what we had to do and what we have to still accomplish. Now that we've pretty much finished both projects, it's quiet, and we're sort of packing things up and organizing them. There's this huge closet where I don't know how Oleg got to the United States, all the documents and photographs that he did, but he did. And so it's been a massive amount of information to work from. Но я хотела бы, чтобы сейчас мы посмотрели небольшой фрагмент об открытии, не открытии, а фильма «Олег», который был на Международном Московском кинофестивале. И люди говорят о своем впечатлении об этом фильме. Давайте посмотрим. We're going to watch a short clip from the premiere of the film at the Moscow International Film Festival and what people were saying about it. The Oleg documentary had a triumphant premiere at the 43rd Moscow International Film Festival. I just want to say this is an incredible documentary and think this movie just reiterated the kind of person he was. Thank you very much for this movie. It's perfect. People love to him.
so much. Я в таком восторге, это столько любви и свободы было в этом человеке, в актере. Фильм очень понравился. Я как бы давний поклонник Олега Видова, смотрел с детства его фильмы. Очень хорошая работа, очень подробная, очень много новых подробностей узнал. Вот. Мне кажется, на протяжении всего фильма на примере одного человека показана целая эпоха. Он также позволил нам окунуться в прошлое, и при этом не просто окунуться в прошлое и посмотреть, как, казалось бы, далеко, как Советский Союз и так далее, как все это соединяется с нами и с нашим поколением. То есть фильм нас вернул в то время, когда вот он, к сожалению, он ушел, да, из жизни. То есть сегодня как бы состоялась встреча с ним. Такого документального фильма я еще не видела. И огромный привет Джоанне. Этот фильм должны были посмотреть, ну, правда, вся молодежь. Это очень ценно. И у меня до слез, правда. Друзья мои, вот здесь совершенно справедливо прозвучали слова этих зрителей. И действительно, достоинство этого фильма в том, что вписана история жизни Олега Видова в эпоху. И это невероятное производит впечатление. Все едино, как бы он часть той жизни, которую мы помним. И этот фильм сделан также с учетом того, чтобы иностранные люди, которые не в смысле жители, сегодня мы тоже как бы уже иностранцы там, но чтобы англоязычная публика поняла многие нюансы, которые там есть. И я хотела бы, чтобы Джоан немножко рассказала очень коротко о режиссере, потому что у нее тоже русские корни. Joanne, can you please briefly tell us about the director of the film who has Russian roots? Her name is Nadia Tass, but she was born as Nadezhda something else, a Russian last name. Her grandparents escaped from the Bolshevik Revolution, and they came to Greece, where she was born, and they raised her reciting Russian poetry and acting out Russian plays. And Oleg always said she had a Russian soul. Олег всегда говорил, что у нее русская душа. Ее зовут Надя Тас. Она родилась в семье людей, которые сбежали из России во время революции. И она родилась в Греции. Ее родители ее выросли, говоря по-русски. Она читала русскую литературу, стихи. И поэтому у нее была связь с Россией. И я, насколько знаю, у нее огромный список наград за ее фильмы. И из этого фильма видно, насколько она невероятно талантливый человек. As far as I know, she is a multi-award-winning director, and by watching this documentary, you can tell how incredibly talented she is. Джоан, наше время летит, просто осталось 5 минут. Но я хотела бы обязательно, друзья мои, сказать о том, что вот... Я даже объявляла об этом на радио, что 10 августа состоялась премьера, я вам говорила уже, на Род-Айленд фильм-фестивал, где был показан с невероятным успехом фильм «Олег». И Джоан была там, я сейчас попрошу нашего режиссера, там у нас есть 3 фотографии с этого фестиваля. И, Джоан, как публика приняла этот фильм? Joanne, our time is short. We have 5 minutes left. Sima just let the viewers know that the film just premiered at the Rhode Island Film Festival. She's showing some photographs from that premiere. She wanted to know, how did the audience react to the film? Well, there were ex-Soviets there from Lvov, Kharkov, Kiev, St. Petersburg, and they were just, they were like the Russian audience in Moscow. They were completely excited and mesmerized and crying. And there were Americans there as well, and they also loved it, but they had different kinds of questions. For them, it was just really interesting to see the Soviet Union with the, communal apartments and everything else. They had never really focused on it. Right. Там в аудитории было очень много наших иммигрантов, а также американцы. Но у американцев были другие вопросы. Им было интересно посмотреть, что такое Советский Союз, например, коммуналки, которых они никогда не видели, и вообще наш советский образ жизни, который для них абсолютно как другая планета. Yes, Joan. Go ahead, Joanne.
No, so and now there's several more festivals coming up, but in the United States, there's the United Nations Festival at Stanford University, which is a really important festival. And if any of your viewers are in San Francisco Bay Area, listen. Maybe Sima will put out the notice about what is the night of the premiere there. But I know it's someplace in toward the end of October. And that will be someplace where you can go and watch it. Будет еще много фестивалей. В октябре будет фестиваль United Nations в Калифорнии, в Стэнфорде. Скорее всего, в октябре будет премьера. Мы вам обязательно про это расскажем, когда мы будем знать больше. Спасибо, Джоан. У нас осталось буквально 2 минуты. Я хочу поблагодарить вас невероятно за нашу сегодняшнюю встречу. Очень надеюсь на продолжение. Друзья мои, Олег Видов ушел из жизни 15 мая 2017 года. И у меня есть съемки с его последнего дня рождения. Спасибо, Джоан. И мы сейчас увидим живого, замечательного Олега Видова, которого мы никогда не забудем. Спасибо, Джоан, огромное. До следующих встреч. Thank you, Joanne, for being with us. We're going to show the footage from his last birthday before he passed on 2017. Thank you again for the opportunity to speak with you and for providing us this wonderful footage. It's been my pleasure. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey! Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Oleg. Happy birthday to you. Я по свету немало хаживал с Сашей Половцем. Молодцы, Саша и Олег. Давнишняя дружба. Здравствуй, Олег. Happy birthday, happy birthday. И в какой стороне я не был бы. Это было очень неожиданно. It was unbelievable surprise, and I'm thankful to all my friends. And I see a lot of my friends came, and it was unbelievable for me. You know, I came for different reasons. There was some kind of Italian party, and nobody speaks Italian, only Richard, I think, and Francesca. And no, also their kids. But to me, it's like unbelievable, shock. You know, it's surprised, really. You know, I didn't expect such a nice meeting, and such a nice people came to see me. So 73, and my wife didn't say any word, and she knew. She said, "Oh, it's some Italian party." Thank you very much for organizing it, and thank you very much for all my friends who came here, and not old friends, but new friends and musicians and everybody who is here. Beautiful man, he's a young man, he's a very handsome man, he's an older man, and he's a wonderful friend, he and his wife. And I love them both. Here's to you.